Ребята, всем привет! Сегодня посмотрим, что у нас с клематисами. Я показывал видео клематисы пауцинки, я их посадил. И давайте посмотрим, вот 9 дней прошло. Они были в бешеном хлорозе, такие полуподсохшие. Вот это первый. Растение немножко подсохло, поскольку вот сейчас буквально часик и будет стоять на солнце где-то часа 2-3, потом уйдет в тень. Возможно, ему немножко жарко, но в целом как бы все окей. Вот здесь вот появилась точка роста. Это первый, это пилю. Второй клематис вот здесь растет. Будет точнее расти, пока он прирастает. Немного потерял крону. Верхушка все-таки упала у него. Ну, возможно, здесь лоза немного где-то переломалась. Вот я вижу такой надлом. Но новый лист раз, два. И вот здесь 3. Это 9 дней. И сейчас пойдем еще посмотрим 2 клематиса. Белый клематис Гуэнси Крим. Очень хорошо выглядит. Хлороз я практически убрал с листьев. Видите, все листья зеленые. Здесь вообще горизонтально стоит. Есть небольшая сеточка желтая. Не знаю, видно или нет. Видно. Молодые листья. Вот они. Так что тут все хорошо. А нижние листья, видите, даже немножко вывернулись. Это означает, что проблем с кроной здесь нету. Здесь вот затенение стоит синий клематис. So many purple flowers. Сейчас уберу мешок. Посмотрим его более ярко. Хлороза нет. Совершенно нет хлороза. Это новый лист. Вот этот трехлистник буквально за пару дней поднялся. И еще вот здесь появились новые листики. Плюс еще вот розетка. То есть с кроной тоже проблем нет. Я очень как бы приложил к этому усилия, поскольку если бы я ничего не делал, то с большой вероятностью они могли просто засохнуть. Теперь расскажу, что же я делал. Вообще вот какая концепция была посадки этих клематисов и чтобы их сохранить и оживить. Кто не видел видео, можете посмотреть клематисы пауцинки. Они были в очень плохом состоянии, ну такие желтые, плюс корень у них подпекся. Я когда видео снял, оставил их на солнце, и они там постояли пару часов, пока я готовил там ямы. И когда вытащил из контейнера, у них корни были горячие, буквально такие желтые, рыжие, то есть была проблема с корнем. Давайте возьмем пару веточек. Значит, мое представление, вот что надо делать с растением, когда происходит пересадка. Допустим, вот эта верхняя крона, то, что находится над точкой роста, и есть корень. При пересадке корень обязательно травмируется. То есть есть микроволосинки, которые обеспечивают подкормку растения. Естественно, из горшка вынимаем, старую землю убираем, и волосинки эти травмируются. После посадки корень приходит в себя, он не готов кормить крону. Крона стоит желтая, полностью в хлорозе. Вот. Теперь
объясню так, что растение, оно не понимает, то есть верхняя часть растения, она не понимает, что происходит с корнем, а корень, соответственно, в свою очередь не знает, что же там наверху, листья в порядке или нет. Обмен информацией происходит с помощью гормонов, фитогормонов. Это известные там ауксины, гиберлины, абсцизовая кислота, цитокинины. Вот, листья делают один гормон, он опускается в корневую систему, и корень получает информацию, что с кроной все в порядке, и стимулируется к росту. Вот, и есть, например, продается в садовых магазинах корневин, он как раз рассчитан на работу с корнем. В свою же очередь корень делает другой фитогормон, который по стволу поднимается вверх и стимулирует выброску новых побегов, точек роста. Соответственно, крона начинает распушаться и расти. Это так в двух словах на пальцах. Что же происходит? Вот я посадил клематис, корень еще не адаптировался, он в шоке, в стрессе, поменялся pH почвы, плюс другие микроэлементы находятся в грунте, он стрессует. И крона тоже находится в стрессе, не получает питания от корня, листья сохнут, и нет информации для корня, что надо как бы расти. Что же делать в этом случае? Что делаю я? Я работаю с кроной в первую очередь. Я убираю хлороз. Это делается с помощью микроэлементов. В частности, железо отвечает за зеленый пигмент и за то, что вырабатывается хлорофилл у растения. Крону нужно обрызгивать удобрениями, предназначенными для кроны. Это микроэлементы. Там нету азота, нету фосфора, нету калия. Я такие удобрения делаю сам и потом опрыскиваю крону. Железо берется из железного купороса, переводится в хелатную форму, плюс там еще другие компоненты, такие как сера, есть медь, есть магний, есть. И, соответственно, путем опрыскивания крона перестает хлорозить. Мы не теряем то, что есть вверху. Видите, вот клематис 9 дней. Листья полностью пришли в нормальное состояние. После того, как крона поднимется, листья начнут нормально функционировать, фитогормоны опустятся в корень, и растению будет намного проще прирастать, будет сигнал о том, что все в порядке, и корневая система будет простимулирована для того, чтобы развиваться там под землей. Насчет того, где брать эти удобрения, ну, я их делаю сам. Можете посмотреть на канале, я там рассказывал про розы. Собственно, вот для клематисов здесь все то же самое. Вот рододендрон я тоже показывал. Прекрасно выглядит. Можно поискать в магазине. Но я, например, нашел в магазине, и они не подошли. То есть я попробовал на петуниях. Есть видео про петуньи. Хлороз не ушел. Соответственно, я сделал вывод, что удобрения эти не работают так, как надо. И я начал собирать свои компоненты. Сложность в том, что их просто так вот там зайти в садовый магазин, дайте, пожалуйста, железный купорос. Местные спрашивают, а что это и зачем он вам вообще нужен? Соответственно, Amazon, eBay, и надо все это дело собирать. Слава богу, получилось. Сейчас еще там подъезжают компоненты, которые мне надо. Еще один компонент я ищу, но вряд ли получится купить его здесь. Придется как-то заказывать. Ну и потом уже как бы делаю удобрения для растений. Вот, кстати, это декоративный японский клен. Тоже классно отреагировал на микро. Щетки поднялись. Очень жадный на рост. Очень жадный на новые листья. Но вот здесь вот листочки он выкинул.
Ветка вроде бы как мертвая была, прямо с весны стояла. После того, как я немножко поработал микро, получился рост новых листиков. И эти поднялись хорошо. По поводу купоросов я планировал снять видео. Это уже как бы более такая общая тема. Есть один интересный рецепт в интернете, там где берут 300 грамм купороса, разводят на 10 литров воды и обрабатывают. Розы обрабатывают, особенно виноградники любят это. Но я категорически против этого рецепта. Вот он, по моему мнению, губителен. Плюс та информация, которая дается, там она не совсем точна. Но я не буду в этом видео рассказывать, а запишу отдельное видео и покажу, собственно, в чем вопрос, и выскажу свое мнение. А также дам свои рекомендации по поводу использования вот этого железного купороса, железа, если вы вот хотите убирать хлороз, так чтобы растения приходили в норму. Все это можно делать, скажем, подручными средствами. У меня, конечно, формула посложнее, но для бытового огородника, который там сильно не хочет заморачиваться, тоже можно дать рекомендацию. И я уверен, будет намного лучше, чем тот рецепт, который гуляет по интернету. Так, будем следить за клематисами. Будут они подниматься. Напомню, что этим малышам 9 дней после пересадки. Посмотрим, что же они из себя покажут, какой рост будет. Кстати, скажу, что НПК я им еще под корень не давал. НПК это азот, фосфор и калий. Я жду, пока растение придет в норму, корень адаптируется к грунту, и тогда уже можно будет поработать с посадочной ямой и дать немножко НПК. Поэтому они пока стоят без НПК. На этом, я думаю, все. Приготовлю материал для нового видео по купоросам и посмотрите. Спасибо за просмотр. Всем здоровых растений.